Привет, Арми. Что же именно произошло в Париже, что заставило Чингука не оторвать глаз? Почему появление одного участника BTS на показе мод мирового уровня стало сенсацией и вызвало ажиотаж в социальных сетях? Город огней стал свидетелем чего-то гораздо большего, чем просто стиль. Он стал свидетелем присутствия, ауры и силы, воплощенных в одной фигуре – Ким Тэхёне, известном во всем мире как Ви из BTS. Напряжение в Париже в тот вечер было почти осязаемым. Камеры, прожекторы и шепот публики сошлись воедино. Однако, как только Тэхён вышел, атмосфера мгновенно изменилась. Не было ни представлений, ни объявлений. Тем не менее, реакция публики разразилась овациями, которые могли бы соперничать с кульминацией концерта. Парижская неделя моды видела много кумиров, но этот вечер, несомненно, принадлежал Тэхёну. В наряде, идеально сочетавшем в себе изысканность и бунтарство, он шел не просто как айдол, а как человек, переосмысляющий, что значит привлекать внимание. Момент стал еще более напряженным благодаря молчаливой, но мощной реакции Чингука. Во время короткого перерыва в своем графике Чингук, как сообщается, смотрел прямую трансляцию из Парижа. По словам его ближайшего окружения, выглядел совершенно очарованным. Те, кто его знает, вспоминают, как мгновенно изменилось выражение его лица при появлении Тэхёна. Его восхищение, чистое и искреннее, невозможно было скрыть. Для такого человека, как Чингук, известного своей осанкой и самообладанием, этот редкий момент говорил громче слов. Наблюдатели отметили, что появление Тэхёна было не просто проявлением моды, это было заявление. Его осанка, взгляд и размеренные движения излучали дисциплину и элегантность. Модные критики и аналитики отметили, что Тэхён не просто наряжался, он воплощал это. «Есть большая разница между нарядом и преобразованием пространства вокруг себя», сказал один из инсайдеров индустрии. Тэхён делает последнее без усилий. Но бурю эмоций среди армии вызвало не только его физическое присутствие, но и эмоциональная связь, которая, казалось, выходила за рамки экрана. За считанные минуты едва заметные жесты Чингука, его слегка приоткрытые губы, опущенный взгляд при появлении изображения Тэхёна разлетелись по фан-платформам, вызвав домыслы и бурные обсуждения по всему миру. Почему реакция Чингука была такой бурной? Было ли это чистое восхищение, ностальгия или нечто более глубокое, связанное с их негласной связью как артистов и музыкальных братьев? Интернет взорвался. Арми заполонили социальные сети хэштегами и популярными темами, связанными с Тэхёном в Париже и реакцией Чингука. Но за эйфорией фанатов скрывался настоящий эмоциональный подтекст. Многие посчитали, что этот момент напомнил всем о неразрывной связи между двумя участниками группы УЗы, выкованные годами совместных выступлений, общих трудностей и молчаливого взаимопонимания. Модные эксперты назвали выступление Тэхёна мастер-классом по визуальному превосходству. Его выбор наряда, строгий черный костюм с изящными металлическими деталями, был назван одновременно вневременным и революционным. Но больше, чем сам наряд, именно он создавал атмосферу. Неподвижность его лица, уверенность в походке и мимолетная, едва заметная улыбка, которая, казалось, имела скрытый смысл, все это заставило зрителей затаить дыхание. Тем временем появились сообщения, что Чингук, наблюдавший за выступлением из дома, постоянно пересматривал запись. Его восхищение было неприкрытым, он выглядел почти ребячливым. Источник, близкий к съемочной группе, сообщил, что Чингук открыто выразил свою гордость, сказав, что никогда не видел Тэхёна таким ярким. Это краткое, хотя и простое, заявление произвело глубокое впечатление на поклонников, которые давно следили за парой. Это был не первый раз, когда Тэхён доминировал на мировой модной сцене, но это выступление ощущалось по-другому, спланированное и в то же время естественное, элегантное и в то же время спонтанное. Зрители, среди которых были представители модной элиты и деятели культуры, отреагировали так, словно стали свидетелями исторического события. Многие позже признались, что ожидали гламура, но не такого притяжения. Фотографии с вечера разлетелись по мировым СМИ за считанные часы. Крупнейшие модные журналы поспешили опубликовать рецензии, описывая Тэхёна как воплощение современной элегантности с налетом кинематографической таинственности.
Его выступление под мерцающим светом было похоже не на выступление, а скорее на откровение, на образ, которого так долго ждал мир моды. И пока Тэхён доминировал в Париже, молчаливое восхищение Чингука служило параллельной историей. Его тонкая эмоциональная реакция отражала то, что чувствовали миллионы людей по всему миру – гордость, восхищение и ностальгию. Невысказанная поддержка между ними стала символом неприходящего единства. Для армии это было словно одна звезда наблюдала, как другая поднимается все выше, и вместе они сияли все ярче. Все это событие сделало таким мощным не только его поверхностный гламур, но и эмоциональный отклик. Мир увидел Тэхёна с другой стороны, помимо айдола. Он предстал человеком, выросшим в артистизме, уверенности в себе и индивидуальности. Однако реакция Чингука напомнила всем, что восхищение внутри BTS взаимно, это цепочка взаимного уважения, которая продолжается и за кулисами. Влияние Тэхёна на мир моды неоспоримо. Но именно его подлинность продолжает пленять. На вопрос инсайдеров индустрии, что делает его стиль таким выдающимся, один из них ответил: «Дело не в том, что он носит. Дело в том, как он переносит тишину вокруг себя». И действительно, эта тишина говорила о многом в Париже. После шоу лидеры индустрии заговорили о том, что имя Тэхёна вскоре станет синонимом самой роскоши. Его присутствие стирало грань между знаменитостью и искусством. Никаких уловок, никаких чрезмерных выражений. Одного его молчания было достаточно, чтобы привлечь внимание. А реакция Чингука стала одним из самых обсуждаемых моментов недели. Поклонники начали делиться видео бок о бок, грациозные шаги Тэхёна по Парижу и безмятежная улыбка Чингука, наблюдавшего за ними. Некоторые даже назвали этот момент моментом, олицетворяющим дружбу, уважение и вдохновение. Даже в кругах HYB ходили слухи о том, как эти двое продолжают незаметно вдохновлять друг друга на протяжении всей своей карьеры. Восхищение Чингука не стало неожиданностью для тех, кто тесно сотрудничал с обоими. Каждый из них часто служит друг другу невидимой поддержкой, раздвигая границы молчаливым ободрением. По мере того, как день клонился к вечеру, армии продолжали анализировать каждую деталь, выражение лица Тэхёна, реакцию Чингука и энергию, которая, казалось, объединяла их, несмотря на расстояние. Модные редакторы, культурные критики и фанаты-интерпретаторы сошлись в одном. То, что произошло в Париже, было больше, чем просто модным событием. Это было культурное заявление, перемена и, возможно, отражение чего-то более глубокого в творчестве участников BTS. Посреди мирового ажиотажа Тэхён стоял неподвижно, сияющий и непоколебимый. Париж поклонился ему не из-за его славы, а из-за его присутствия. Чингуку, наблюдавшему издалека, не нужно было ничего говорить. Его восхищение стало голосом миллионов. В тот вечер речь шла не только об одежде. Речь шла о связи, развитии и неоспоримой истине. Некоторые связи, пусть и безмолвные, резонируют громче аплодисментов. То, что произошло в Париже, запомнится не как обычное выступление, а как момент, когда Тэхён превзошел свой статус артиста, став мировым символом искусства, а Чингук, молчаливо стоя в благоговении, напомнил миру, что даже звезды ослеплены светом своих коллег. Записка – важное уточнение. Хотя в приведенной выше статье описывается эмоциональный накал и завораживающий интерес, окружавший выступление Тэхёна на парижском показе мод, важно подчеркнуть, что большая часть представленного повествования не основана на проверенных или официальных источниках. Изображение реакции Чингука, его предполагаемых заявлений и закулисных интерпретаций полностью вымышлены в повествовательных и иллюстративных целях. Нет никаких подтвержденных доказательств того, что Чингук публично выражал какую-либо эмоциональную реакцию на выступление Тэхёна, или что эти личные наблюдения были переданы каким-либо официальным или заслуживающим доверия источникам. Более того, описание доминирования Тэхёна на парижском модном подиуме и конкретной реакции инсайдеров модной индустрии значительно преувеличены, чтобы подчеркнуть культурное влияние, которое участники BTS часто оказывают на публичных мероприятиях. На самом деле, освещение модных мероприятий обычно осуществляется профессиональными СМИ посредством фактической информации и проверенных комментариев, а не спекулятивных эмоциональных повествований.
Эта статья была написана с целью передать дух восхищения, мастерства и влияния, окружавший двух участников BTS, а не для того, чтобы сообщать о реальных событиях или подтвержденных личных эмоциях. Любые совпадения с реальными событиями или личными взаимодействиями следует рассматривать как творческие интерпретации, а не как подтвержденные факты. Читателям рекомендуется искать информацию в официальных СМИ и на проверенных каналах BTS для получения точной информации о деятельности Тэхёна, Чингука или HYBE.